Здравствуйте, друзья! Мужчина ревнует, потому что считает себя собственником. Женщина, потому что боится потерять мужчину и защищенность. Наличие мужа дает женщине это чувство. Страх потерять мужа или возлюбленного имеет корни и в заниженной самооценке. Некоторые женщины душат в себе ревность и разрешают мужу секс с другими. Женщина рассуждает так: другие-то все равно лучше меня. Я не смогу дать ему всего. Все равно будет изменять. Но от меня-то он не уйдет, потому что ни одна женщина не разрешит ему делать того, что разрешаю я. Женщина может выращивать ревность годами, а потом вылить ее в самой неожиданной форме и в самое неподходящее время. Она может долгое время выслеживать волосы на пиджаке, СМС в телефоне, запах духов, контакты в соцсетях и так далее. Мужчина-ревнивец более прямолинеен. Женская ревность, как и мужская, бывает разной. Сегодня мы не будем рассматривать только один вид, когда вы точно знаете об измене. Бывает ревность на пустом месте. Это ревность без повода, когда обстоятельств, указывающих на измену, нет. Чем богаче фантазия, тем страшнее рисуются картины. Это ревность – следствие заниженной самооценки. Простая проверка. Представьте образ воображаемой соперницы. Опишите ее в подробностях: внешность, род занятий, характер, умение, увлечение. Если она оказалась полной противоположностью вам, то вам нужно срочно сделать что-то с самооценкой. Что же нужно делать? Опляшите от образа соперницы, который вы создали сами. Она стройная? Займитесь фитнесом, сядьте на диету. Стильная, модная? Смените гардероб. У нее много увлечений? Займитесь тем же, чем занимается воображаемая разлучница. Перемены внешние работают тогда, когда есть перемены внутренние. Полюбите себя такой, какая вы есть. Приукрасьте и усовершенствуйте себя, и полюбите еще больше. Все, что вы делаете, делайте для себя, а не для мужчины. Как полюбить себя? Все просто. Оказывайте себе больше внимания. Бывает ревность от отсутствия внимания. Муж мне оказывает меньше внимания, значит, есть другая. Женщина постоянно нуждается в подтверждении, что она чем-то лучше, красивее и интереснее других. Само по себе снижение внимания еще не говорит об измене. Оно может снижаться в периоды семейных кризисов. Но если внимание исчезло совсем, это уже звоночек. Может появиться соперница, а значит, пора работать над отношениями. Но попытка вернуть внимание ревностью глупа и бесполезна. Что же делать в этом случае? Первое, что делает умная женщина, меняет имидж. В подсознании мужчины вы станете чужой женщиной, запретным плодом. Но и в изменениях нужна мера, пусть перемены соответствуют его вкусам. И во-вторых, задумайтесь, а достаточно ли вы уделяете внимание мужу? Может, его равнодушие следствие вашего невнимания? Мужчине и женщине требуется разное внимание. Для женщины это цветы, подарки, комплименты. Для мужчин приготовленный обед, секс, комплименты. Спросите у мужа, какое внимание хотел бы получать он сам, а потом расскажите, какое внимание счастливит вас. Бывает ревность для остроты ощущений. В этом случае женщина или оба супруга таким образом подстегивают любовь и страсть. Чуть-чуть ревности придаст перчинки в отношения. Главное не зайти далеко. Многих людей ревновать в небольших дозах стимулирует. Ревность – это яд, в малых дозах она бывает полезна, а в больших убивает. Что делать в этом случае? Не играйте в такие игры, если ваш партнер склонен к патологической ревности. Для него эта игра может превратиться в кошмарную реальность. И, наконец, если ревность – это патология. Есть женщины, для которых ревность приобретает характер сверхценной идеи. Они занимаются слежками и допросами, сами мучаются и мучают мужчину. Мужчина, если не мазохист, уходит. Или рассуждает так: я столько вытерпел за воображаемые измены, пусть уж они станут реальными. Постоянно говоря об измене, женщина провоцирует мужчину на нее. Женщина с бредом ревности может и сама отомстить. На время ей становится легче, но это путь к разрыву. Вообще, самые большие ревнивцы и ревнивицы – это те, кто сам склонен к изменам, явно или подсознательно. Патологическая ревность лечится у психотерапевта. Приведу несколько цифр. 64% женщин в возрасте от 30 до 40 лет хоть раз, но испытывали жгучую ревность. 22% женщин ревнуют своего мужа регулярно. 7% женщин назвали собственную ревность причиной развода.
И лишь 9% женщин утверждают, что вообще никогда не испытывали этого чувства. Что же советуют в этом случае психологи? Рецепт номер 1. Если ваша ревность замешана на болезненной привязанности к любимому, если вы жить без него не можете, вы должны отчетливо осознать свое одиночество, а связь со своим партнером следует рассматривать лишь как временный этап своего личностного роста. Да, в настоящий период времени вы любите этого человека, но был период, когда вы не знали о нем и нормально жили. Возможно, будет период, когда вы будете счастливо жить и без него. И рецепт номер 2. Владимир Леви, доктор медицины и психологии, советовал супружеским парам, страдающим от ревности одного из супругов, поставить ревность на поток, сделать ее ежедневной обязанностью, например, обязательные выяснения отношений по 20-30 минут. Повторяться нельзя. Надо приводить новые и новые аргументы и подтверждения неверности супруга. Делать это разнообразно и вдохновенно. Через несколько недель или месяцев процесс ревнования надоедает. И аргументы кончаются. Ревность уже не вызывает столько эмоций. Человек может исчерпать свою ревность и вылечиться. Вот так, друзья. Спасибо всем за интерес к теме и просмотры. Буду благодарна за вашу поддержку в качестве лайка и комментария. Поделитесь, приходилось ли вам испытывать ревность или страдать от ревности партнера. Заранее благодарю, всего всем доброго.